Привет, друзья! Сегодня у нас 1 августа, понедельничек, и мы продолжаем свой большой проект 170 квадратных метров. Ссылка на плейлист с видео из этого проекта у вас появится вверху, и она есть в описании к ролику. Прошлый ролик закончили мы вот на этой падуке. Сейчас я покажу ее вблизи, она уже немного подсохла. Я очень там такой ныл, что... Ой, никак не спрогнозировать. Да, никак не спрогнозировать. Я не могу спрогнозировать. У меня куча записей, куча всякой статистики по поводу нашей деятельности. Что делали, как, сколько часов туда, сколько часов туда. 30%. 30%. Моя стандартная ошибка в 30%. Я уже еще думаю больше. А оно так получается, что я хочу выработать за это время и как бы сделать еще лучше, и все равно одно и то же. Я не знаю, что делать. Брать и делать просто. Вот, брать и делать. Поскольку если стараться спешить, да, стараться не получится, кстати. Если спешить или что-то как-то сбивать в какой-то план, в какие-то рамки, то придется делать плохо. А делать плохо, ну, я не хочу делать плохо. Эти миллионы грунтования, беспыливаний туда-сюда, и это жрет время, это забирает приличное количество времени. Не знаю, жить, просто делать, как делаем, да и все. Ладно, возвращаемся к нашим реалиям. В пятницу мы закончили эту падугу, мы сделали ее хорошо, мне понравилось, как мы сделали. Хорошо, я имею в виду что? Я имею в виду вот этот вот подгиб. Сейчас это все не видно, но потом когда-нибудь мы подойдем туда ближе, когда это все высохнет, начнем, там сеточку еще надо проклеить. И можно будет посмотреть, мы этот загиб вот везде сверху сделали хорошо. То есть, как бы, это абсолютно не выбивается из, как бы, из исторической вот этой реальности. Оно как бы соотносится хорошо с тем, что у нас было. Так, пойдем смотреть, что кто делает там. Кто что делает. Здесь случайно, когда я делал... Привет, кстати. Привет. Привет. Случайно, когда я делал эти самые видеомонтаж, я вспомнил, я посмотрел, что мы должны были здесь проливкасить коридор вот тяги, потому что не очень-то хорошо после шаблона не получились. И там у нас был резкий сдвиг в сторону, надо было с окнами поработать, вот этими вот межравными пространствами. Как-то это забылось. Хорошо, что я на видеомонтаже смотрел и вспомнил. Да, надо вот это сделать. И сейчас Ксения, она здесь прошла неделя, наверное, уже от момента, когда мы сделали эту работу. И, скорее всего, там есть пыль. И поэтому сейчас Ксения обеспыливает. И проходит Киевгрунт ЛКФ 1 к 10. То есть где-то вот 1 к 9, 1 к 10 я сделал такой слабый грунтовочный раствор, чтобы мы могли потом шкурить и чтобы обеспылить, просто убрать пыль. И если она там есть, она может где-то там подклеиться, потому что она вот идет сначала сухой кистью, обеспыливает, а потом только тяги обрабатывает грунтом. И к вечеру, я думаю, это к вечеру высохнет, и к вечеру можно будет точечно пройти с кисточкой, проливкасить где-то какие-то коцки, какие-то некрасивые места. Ну, в общем, процесс идет. А то, что я хотел сделать в пятницу, а в пятницу я хотел вот здесь все закончить, нет, не получилось, придется нам сегодня это делать. Здесь у нас этот самый Грундир-парк ВП, прогрунтовано все то, что нам надо заделывать. При штукатурке потолка мы не успели вот этот вот участок, ну, как бы само примыкание к лепнине. Сама плоскость у нас готова здесь. Ну, вот сейчас надо будет сделать это и заделать эти самые места, где были маяки. То есть они тоже прогрунтованы, надо просто их заделать штукатурочкой. Здесь третий. Что, Саша, здесь? Увлажняет. 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 Третий раз перешпатлевывает подход к розетке примыкания, поскольку там у нее не получалось. Не Даже... третий, второй. Ты 2 круга там сделала тогда. Не 2. А то и 3. Не 2. Не обманывай меня, не ври мне, не ври мне. Я не дошла. Ладно, пойдем, а мы вот так. Вот. Мы тут делаем всякое, примыкание делаем вот эти. Даже получаются они у нас, наверное. Вот. Ну нормально, на самом деле мы думали дольше будет. А нет, быстренько. Ну мы втроем, что, раз. Ну все равно займет какие-то пару часов. Пойдем вперед окончиков, пока там уже одни окна сделаны этим самым фиброэластиком. Вот. Заделываем примыкание все так же. 2 окна мы уже сделали там полностью, уже покрасили. Это было в прошлых роликах где-то. И сейчас заделываем вот этой замазкой. Волосатой. Соком, пожалуйста, соком очищайте, ну пожалуйста. Я очищаю. Ну пожалуйста. А вот тут она уже делала Ксения раньше. Вот так она выглядит, она усадочная.
замазка, но зато она специально для этих дел. Дышащий стык двух материалов. Вот так. Параллельно будем мы тут розеточку, наверное, раскладывать, потому что нам надо будет уйти на какое-то время. Ну, меньше, наверное, недели, чтобы ее не растеряли, ничего, надо ее разложить и приклеить. Уже под модель подготовить. Ну, это уже будет тема для отдельного когда-то ролика, надеюсь. Перемазали мы окошки. Еще два окна перемазали фиброластиком. Вот такой он. Сразу же усадку дает. Ну, как бы быстро. Но он еще в процессе усаживается. Ну, день-два точно надо ему бы под это самое подсохнуть, чтобы можно было потом сверху симлайтом уже проходиться. Да, вон мне палец сюда прям, не знаю как показать. Ну, короче, есть там усадка. Больше миллиметра дал на таких вот больших. Я считаю, что это довольно крупная щель, скажем так. Ладно, Ксению мы водрузили в коридорчик. Она с утра там же грунтом как бы пыль прибивала или что там делала. Да. Если она там и была, эта пыль проходила, все высохло у нас. И теперь ливкас. В ливкасе точечно смотрит там, где какие-то пузырьки туда-сюда, вот и кисточкой можно сейчас наносить. Шаблон уже не пройдет. То есть один раз шаблоном можно было, второй раз шаблоном не получится уже. Ну и так сейчас весь надо сделать. Коридорец. Второй день ВДВ. Второй у нас августа. Тут девицы наши, эти. А мы с этой тетей делаем что-то другое. Да. Мы заделываем крупные утраты. Вот здесь внутри, там уже окончики нас нагоняют, бегут за нами по пятам. И вот мы сейчас пошли крупным. У меня был здесь что-то типа N150. И вот я думаю, что не слишком будет страшно, если я его, потому что покупать сейчас для 2-3 трещин, там что-то другое. Для трещин у нас есть М75 цементная. Я уже говорил, что я сюда хочу внутрь цемент. И он неудобен в работе, поэтому мы все уделываем. Сейчас мы уже сделали пару окон. Вот, прокинули тут только крупные, самые крупные доборы. Стараемся отойти, сделать здесь, чтобы не примыкало к древесине. Шпатель ставим. И вот там сверху еще. Ну, естественно, что этот цемент, он падает. Он сваливается, он не хочет на шпателе держаться хорошо. Вот, и поэтому прокинули разок, подождем чуть-чуть, пока до конца дойдем, еще придем и чуть-чуть мазнем. Он уже там прихватится. Смачиваем, естественно, перед цемент работой цементом смачиваем. И у нас тут Grundierfarb ВП прогрунтовано все. Вот. Идем, потом обойдем по кругу, самое крупное, подровняем и пойдем по этим самым, по расшитым трещинам. У нас их благо тут 2, 5, 6 окон у нас таких. Да. Ну, я думаю, вот такое, вот М75 спокойно можно будет добрать, что-то чуть-чуть по поверхности, а вот там, где глубже, можно что-то покрепче. У нас просто в остатках эти мешки были, да и ладно. Вот мы заделали все тут, все эти самые примыкания, не примыкания, а эти трещины, где-то, где крупные доборы были вот здесь, и надо было крупно добрать. Шпатель подставляли сюда, и вот так. Неудобно, конечно, цемент неудобный, очень неудобный. Никто не говорит про удобство. Он тут больше, в углу, вверху. Отсюда неудобно работать. Когда у тебя шпатель вот так воткнут, то надо еще куда-то подлезть, туда вмазать. Вот. Не очень-то удобно. Ну, почистили после себя, все почистили, где древесину чуть попало, убрали. Все прочистили, и нормально, хорошо. Ты что, пылесосить будешь? Пылесосим. Потому что, ну, цемент этот разваливается везде, рассыпается, подсушивается. Мы мешками укрывали здесь, подоконники чистые, все нормально. Вот здесь большие доборы были. Ты пускай сохнет, хотя как с другой стороны сюда придешь, когда-то товарищ почищать краску этим феном не даст. Ну, разве что увлажнять надо будет чуть-чуть. Не получается все очень как бы технологично сделать, как бы нам хотелось. Ну и ладно. Да, вот мы все окна сделали. Сколько у нас было их? 4-6 штук. Во. Да. Ну и шумите тут, пожалуйста. Не спите, шумите. Шумите, не спите. А я подготавливаю нам дальше действия. Тут же тоже они, эти окончики, везде уже все понеслась. Они тут, у нас один слой шпаклевки. И они, после того, как мы тут сделали, что-то пауза, тут непонятно что-то, они уже как бы поработали шлифмашиной, ошкурили. И мы сейчас запылесосили, тут же микропыль. Я тряпочкой протираю. Ну, грунтовать. Они завтра опять сюда придут работать. Если я сегодня загрунтую, завтра непонятно вообще. Я
все равно под эту самую. У нас вот эта шпаклевка сюда идет известково-цементная, и под нее все равно надо смачивать. Так что пылесос плюс мокрая тряпка, я думаю, будет хорошо. Протираю, подготавливаю, чтобы сейчас можно было еще на слой пошпаклевать. Так, пока тут происходит что-то с розеткой, уже тут, я вижу, и разметка появляется, и что-то, какие-то детали новые прилипают потихоньку. Вот. А мы тут решили подготовить, у нас уже почти конец рабочего дня, то, что мы там заделали всякое, и решили подготовить вот этих товарищей. Вот. Сеня тут одну очищает. У нас же правая и левая, как бы, вот, правая и левая. Вот одна у нас есть такая штучка, надо ее вычистить. Смачиваем просто водичкой и как бы аккуратно отрываем. Вот это вот. Вот их насечка видно, там где не приклеивали. Ой, ты мне хотела вонзить скальпель прямо кое-куда. Вот еще у нас вот эта порезочка есть, это которая вот эта, нижняя. Это в эту комнату, вот сюда, на эти места. Вот. Как-то надо очистить и сделать их, ну, как бы, вот их толщина, надо, чтобы они такие стали. Не знаю, оно не факт, что сразу получается, и далеко не сразу это все получается. Как-то вот брать аккуратно. Не хочет. Бывает сходит кусок, а бывает и не сходит никуда он. Не хочет. Ну-ка отсюда. С другой стороны. Ну, пойди тоже скальпель. О. Думаешь, более действенный? Не знаю. Да. Сейчас еще скальпель сломаю. Не получается у меня. Это надо подрезать по чуть-чуть. И так не получается, и так не получается. О! Подковырял кусок. Ну вот так помаленьку надо освобождать от того клея, на что это было приклеено. Она там была приклеена, собственно. Это мы же клей убираем, ну, гипс. Это было просто вклеено на гипс. Кто смотрел, я там еще доукреплял на потолке дополнительно, поскольку тут не было металлического крепежа на этих, конкретно на этой порезке. Ну вот как-то так, в общем. Вот. Напомню, где это у нас, вот это вот этот ярус везде. Вот. Я там вот видно даже не замазанные вот эти саморезики, я доукреплял именно из-за того, что она только приклеена там. Ну она 100 лет так провисела, но я даже там не поджимал ничего, я просто как бы дополнительно туда пару саморезиков на один такой вот раппорт делал. Я не думаю, что это было лишним. Вот. Вот так вот. Вот так И вот. так не получается, и так не получается. Ну, надо ковырять по чуть-чуть. Среда, 3 августа. Я вчера как-то посмотрел, скидывал на компьютер с камеры, и посмотрел, что я я как-то сбивчиво, я снимал просто еще один ролик про розетку, и как-то там что-то, куда-то накладки какие-то, так что извините. Ну, я как-то отвык 2 ролика одновременно, сейчас буду обратно входить в это, чтобы один на одно, а другой на другое, и притом это все на одном объекте. Вот. Ладно, посмотрим, чем занимаемся сегодня. Занимаемся мы чем? Занимаемся мы симлайтом. Мы здесь замазывали. Вот, я надеюсь, видно. Ну-ка, или вот так. Вот так там видно, да? Вот эти. Смотри. Кто куда лезет? Опять вы тут все вместе? Вот. Замазывали мы тут этим, как он называется, фиброластиком. А ну-ка, вот поближе. Вот. Он, конечно же, просел. А сейчас мы посмотрим, насколько он просел. Где пойдем к Саше. А вот у меня было хорошее, а он. Нет, то там что-то какая-то... А вот Саша как раз снимает. Вот. Вот. Ты всегда снимаешь, когда у меня не получается. Все, у тебя прекрасно получается. Вот такая вот усадка у него, вот там сверху видно. Он прям усаживается, то есть прям хорошо усаживается. Вот. Наносится хорошо, я не знаю, тебе удобно этим? Слушай, ну да. Не знаю, по-моему, самое лучшее это пальцем. Да. Пальцем он наносится, а по наносителям куда-то. Не видно. Не видно. Вон. Ногтями за сколько там часов и 1000 рублей? Боль и страдания. Вот. А пальцем как-то проще, мне кажется, наносится, потом раз, и лопаткой разровняли. Вот. Ну, плоские пальцы. Плоские пальцы? Слушай, ну, вот. такие барабаны.
по-моему. Барабанные ногти? Пальцы. Барабанные пальцы? Ой, боже Да. мой. Короче, весело у нас тут. Сейчас окончики нас как бы подгоняют вперед, а мы подгоняемся. Вот. 2 окна уже там полностью сделали, потом схожу покажу, как там выглядит все, покрашенное уже. А сегодня задача сейчас с Симлайтом, тут тепленько, сейчас он за пару часов привстанет нормально, может где-то еще надо будет где-то что-то мазнуть, и потом Ксения побежит ее красить 2 раза, вот это вот пространство. Да? Побежит. Вот так. Припрыжку. Прыг. Лежат прям уже, возлежат на этих подоконниках. Чего я упустил из виду, я хотел бы это сказать. По-моему, я когда рассказывал про эти материалы, фиброластик, Симлайт, я упустил такой момент, что фиброластик это эластичная замазка. То есть она эластичная после высыхания. То есть это специально, чтобы, как ныне модное слово, отрабатывать вот эти дышащие стыки. То есть дерево же будет чуть влагу брать, туда-сюда что-то будет двигаться. Это самое место для этой замазки. А Симлайт, вот этот вот, то, чем сейчас, собственно, заделывают. Вот, где заделывают. А что тут, оторвалось, что ли? Угу, надо я там Ну, аккуратно. Надо ее это самое. Короче, Симлайт, чего? Симлайт это, она тоже эластичная. То есть у нее есть какая-то эластичность. То есть мы эластичное на эластичное намазываем. После высыхания, разумеется. И такой еще момент, что на фиброластик ни в коем случае, короче, запрещено намазывать что-то на цементной основе, то есть любое что-то цементное. На него цементное мазать нельзя, все остальное мазать на него можно. А Симлайт идет как бы как этот самый, как бы как система работы с фиброластиком. Если почитать по фиброластику техническую информацию, там указано, что Симлайт является как бы частью системы. То есть это хороший финиш для фиброластика. Собственно. Пойдем посмотрим, как там получилось вообще покрашенное все. Так, вот эта комната первая, которая была покрашена. Они тут постепенно что-то будут, видимо, окна менять. Тут ничего нет, пленочка просто. И вот так получилось у нас. Вот. Вот примыкание. Ну тут еще этот товарищ красил окна. И, ну не окна, а вот эти коробки. Он красил, где-то нам чуть-чуть залез, но он потом перекрашивал нашей краской. Где бы посмотреть еще? А тут темно, а ну-ка пойдем, где более светло. Ну вот. Ну вот так получилось. Пока там девочки занимаются розеткой, у нас тут будет мало контента, поскольку это самое. Они там розетку делают, а это хочется в отдельный материал вынести, да? Мы тут все подшкуриваем. Вот эта комната, это наш потолочек. Такой криволинейный. Вот такой он. Вон наерзали как правилами. А я буду то, что сам наваял, буду подшкуривать. Вот такую дичь. Сам сделал. Сейчас буду мучиться. Надо подшкурить, по идее, посмотреть, можно будет добрать этой самой шпаклевкой, значит оставлю. Если нельзя будет добрать шпаклевкой, значит надо будет штукатуркой переделать. Ну вот он, кессончик этот, которого не было здесь, да? Кто не видел, может быть, кстати, это, по-моему, в прошлом ролике было, да? Вот, что вытягивали одну плоскость, потом вырезали углубление вот здесь. Ну, Саша там с той стороны также делала. И потом сюда долепил. Вот эту часть. Но она кривая. Видно, я спешил, я не успел. Угу. И сразу же сюда. Вот прошло уже часа 2-3, наверное. Первый слой краски. На эти 2 окна. Вот здесь, в этой второй комнате, где розетки нет. Куда она делается. Что? Красится. Красится. Ну, первый раз не перекрывает пятна. Пятна вот такие темненькие. Оно за один слой, вот сверху Ксения прошла, за один слой не перекрывает, а за 2 перекрывает. Ну, она еще пока мокрая тоже, она потом, когда подсыхает, ну, так это работает. Когда подсыхает, вот эти темные, ну, как бы она становится более укрывистой, конечно. Сейчас пока она мокрая. А вот, можно посмотреть, как она красится. Что? Ты так и знал, что с камерой идешь. А мы идем зачем? А вот что. Ксения сейчас после первого слоя прошло пару часов. Тут тепло было, солнце, все у нас высохло. И теперь она Симлайтом, вот, собственно, хорошее предназначение этой шпаклевки, это работа между слоями. То есть между слоями какой-то косячок мелкий, да, вот он, например, вот тут, я думаю, камера видит его, вот он. И вот его можно замазать.
И он потом закрасится, и все будет норм. Надо тоже пару часов дать, потом высохнуть шпаклевочки. И можно будет еще мазать. Где-то что-то осталось, где-то дырочка какая-то, пупырочка там, то это. Ну так-то вот на первый взгляд я не вижу. Но она ходит, просматривает. Есть? Есть. Ну вот сейчас чуть-чуть. Чуть-чуть. Где-то чуть-чуть мазнуть. А вот я нашел. Вот. Замажешь? А вот. Оп. И вот. И все. Белым по белому. Ага, кайфово. Кайфово. И высохнет пару часов у нее. И к вечеру Ксения еще раз быстренько пробежится и закрасит это место. Ну, не это место, а вот все вот это вот. То, что на первый слой было, и на второй закрасит. Можете свет сюда дополнительный? Да, эту лампочку маленькую можно. Ага, маленькую лампочку. Вот. Чтобы дефектовать. Собственно, дефектовка так происходит. Хорошо этой шпаклевкой дефектовать. И что, обругаешь их? Нет, не буду я никого ругать. Че, я тут тем пойду на розетку посмотрю. Туда-сюда. Ничего я не сделал. Ну, короче, я как-то подшкурил это вот все. Но на самом деле, если посмотреть, он, вот то, что как бы в правую часть я делал, левая часть у нас присутствовала. Вот эта вот часть. И я смотрю, ну не бьется он не квадратный никак. И я вроде мерил, я все делал по линейке, отсчитывал по линейке, все. Взял я угольник. Вот, взял угольник, приложил я туда угольник, а косипуры. И даже сказать некому накосячить и раскосячивать. Они уже умерли давно, эти ребята. Ладно, посевай, я покажу там что-то. Я же делал, я брал линейку вот так и вот так. Отсчитывал, сколько надо, отсчитывал все это. И вроде бы я отсчитывал, а там, видимо, в процессе, когда резал чего-то, как-то я вот на глаз работал. И, короче, что получается? А получается все просто вот так. Вот так получается. А вот так получается. У них 5 миллиметров на длине вот этой штуки. Вот. Вот так. А я как бы сделал ровно. Вот. У меня получилось ровно. Я сделал ровно. И теперь это надо исправить, потому что 5 миллиметров, вот этих вот 5 миллиметров, это много. И поэтому в таких решениях, как обычно, как мы делаем, в таких решениях надо бы усреднить, просто усреднить. Не делать по их, как они сделали, иначе это будет тогда уже очень явно, этот проворот. А сделать чуть-чуть как бы в среднем. То есть если я здесь вижу, а я здесь вижу, ну 5 миллиметров, наверное, 4, то я здесь на 2 проверну на 2 миллиметра все это поделие свое, ну как бы рядом в их сторону. И тогда оно будет в среднем считаться, как бы будет нормально. Если я проверну так же, как у них, это будет видно, что криво. Но точно будет видно. Поэтому есть смысл, ну и везде, они делали, как делалось. Так что мне придется сейчас чуть-чуть провернуть свой новодел. Ну ничего такого. А это можно еще меньше провернуть. То есть если это на 2 проворачивать, на 3, то это можно провернуть на 2, например. И они все вместе, все будут кривенькие и жиренькие. И на второй слой. Ты там что-нибудь видишь? Что-нибудь вижу. По отблеску только. Ну, белое по белому. А вот видно как раз, вот над головой у тебя не прокрашено где, да? Ты туда не дошла еще. А вот здесь покрашено. А вот там я вижу, не знаю, камера видит, не видит темные пятнышки еще. Но они перекрываются. И норм. На том окне, посмотри, там покрашено. Угу. А, все, ничего. Чуть-чуть я вижу, ну камера может не видеть, я вижу чуть-чуть темные пятнышки, которые не перекрылись вторым слоем, но она не высохла. Она высохнет и их не будет, они уйдут. А вот. И прекрасно, и замечательно, и великолепно. Пожарный венчик. Венчик, коррозия пошла, но везде. Мне жалко его чего, подчистил немного. Естественно, ничего не дошкурил, там, лениво было сажаться. Решил хоть что-то полезное сделать. Я его растворителем предварительно протер, мы его пошкурили тут, что-то не дошкурили. Ну и ладно. И теперь этим самым красочкой, вот этой вот, по этому самому, ну, которая по металлу, по ржавчине, вот, прокрасил. И он еще какое-то время прослужит. Но потом можно обновить будет это покрытие, почему и да. Вот. Так, 4 у нас августа. И занимаемся тут с розеткой все дальше. И вот Ксения тут делает это самое. Недостающие нам штучки. Такая будет общая форма с целью экономии. Если каждую по отдельности делать, то вот этот блок надо будет каждый раз, ну, как бы одну отдельно делать, что у тебя 2 стороны должны быть как бы
Силикон должен сюда приходить, да? А вот если делать несколько штук, то получается экономия два вот этих промежутка. Короче, пол-литра сэкономим. Чего нет-то? Смотри, тут что? Курим. Шкурим. Шкурим. Шкурим, продвигаемся. Там я дошкурил с той стороны почти. Надо будет еще влезть, может быть, промыть водичкой, как можно делать с этой. А здесь волмослой, она шкурится. Именно вот здесь. Тут наши доборы, это волмослой в синем мешке, который. Можно, ее так можно, если обеспылить, промыть водичкой, дать высохнуть, и можно потом что-нибудь, какой-то косячок подмазать. Но вроде уже лучше, чем было, наверное. Еще здесь, где Саша делала, можно сделать. Вот. Думаю, дойдем до конца по падуге, и можно будет пошкурить, ну, поработать машиной шлифовальной, пройтись по потолку. Мазать сюда рано еще, что-то намазывать, грунтовать рано, поскольку там неделя где-то прошла, а там слой такой, ну, как бы миллиметр в сутки плюс-минус, да? Знаем, да, что надо такое время давать. Но пошкурить, именно обработать, пошлифовать можно. Почему и да? Оно подсохло поверхностно. Там внутри, вот то, что мы добирали вот здесь, оно не высохло, это точно. Но обработать, чтобы уже потом не пылить, чтобы можно было в любой момент подойти, когда оно там высохнет, и чтобы можно было прогрунтовать все и обработать хорошо. Носить не может, подтаскивать можно. Ладно, что, пошкурили мы это самое, периметр, падуги, все вот эти квадрантики. Надо будет потом, наверное, грунтануть и чуть-чуть добрать штукатуркой. Там есть, я протер в одном месте, там перелом. Это мой такой чуть кривоватый квадрантик, у Саши получше будет. Ну, еще поработаем. Саша здесь делала. Вот здесь. Вот. Тут получше вроде бы. Так, и все деревья проходят этим самым. Чуть отходит от лепнины, чтобы я машиной, чтобы шлифовальный туда не влез в лепнину, чтобы я мог вот двигаться от лепнины подальше. Я пойду по потолку сейчас. И что я говорил, да, что вот 100-й номер, 80-й номер, почему, что чем лучше, легче. Это там в прошлых роликах. У нас... А ну-ка, переверну камеру на себя. У нас просто есть знакомые маляра, которые прям занимаются вот этим все машинное нанесение и так далее. И вот был разговор, что как бы номер, например, 120, но работает он со штукатуркой, со шпаклевкой, снимает лучше, чем как бы 100 или 80. И вот, а то я показываю, рассказываю, что вот 80 попробовал сложнее, а вот 100 легче в руках. Как бы вот этот вот феномен, да, что думаешь, что все понимают, о чем ты говоришь, что все с тобой на одной волне. Так что вот, нет, 80 у нас, вот на нашу штукатурку, это Volma Gips Active, 80-й номер прекрасно лучше, чем сотка, но сотку держать в руках проще. Но она не рвет этой, как бы, кругом, не вырывает из рук. Но зато получается эффективно. Сейчас, кстати, посмотрим, как оно до, а потом я покажу после. Шкурьте. Чё? Я шуршу. Шурши. Вот так сейчас. Вот это самый такой, наелозили самый такой участок здесь. Потому что здесь углы у нас, они вот так прогибаются. И поэтому, как бы здесь вот так вот плоскость, а туда дальше какое-то такое, что-то купольная некая часть. И поэтому вот правилами нам было сложно здесь сделать, но мы хотя бы выдали какую-то общую плоскость. Ну, сейчас пройдусь и посмотрим, как вот здесь получится. Вот сейчас вот так выглядит. А вот. Вот, ну да, остались, конечно, ямки, рытвины, но опять же мы тут по-всякому этими правилами елозили, но уже намного лучше стало. Пускай подождет, поскольку вот это то, что примазывали, недавно это было, грунтовать не будем. А чего будем? Я нашел трещину тут одну. Вот такая длинная, и вот тут еще маленькая. Что, появилось что? Ну, сверху ходят, там люди живые, ходят, топчут, прогибают нам, прыгают слониками. Ну, одна на всем промежутке. Непонятно, может из-за того, что доски, ну, она как бы все параллельно доскам, может что-то доска где-то влагу взяла, отдала. Ну, в целом, разошьем ее, еще прогрунтуем, замажем опять. Посмотрим дальше, как будет что происходить. Пока так. Здесь уже пошкурено в этой комнате. Августа. Продолжаем заниматься розеточкой. Я хочу побороть эту трещинку. Волосяная она, ну есть. А что, это же не камень. Или не бетонная там плита. То есть штукатурочка. У них там старый пол ходят. И, ну там люди живые. Что.
Все вибрирует, даже здесь, то есть стяжка. И то там топнешь там и уже чувствуется. И автомобили проезжают, здесь второй этаж, и где-то в ямку попадает автомобиль, и сразу тут все плывет нормально, в общем. А мы будем вот здесь, шкурить будем, продолжать все. Тут много, тут все тяги полностью пройдены этими шаблонами, штукатуркой. Там угол надо будет подправлять, но здесь не высохло, я вот вижу в углу даже, падуга не высохла. Мы просто пошкурим сейчас. А уже обрабатывать будем, ну, дадим высохнуть еще. Там в углу же такой добор толстый был. Там. Пускай сохнет. А вот маленькая тут, волосяная она. И вот отсюда где-то начинаю. Ну, самый центр, самое слабое место. Тут и даже веса, тут какого-то штукатурки особого нет. Даже легче, чем была, это самое, чем известковая. Известковая около 15 килограмм на сантиметр, на квадратный метр. У гипсовой 0,8, 0,9. 8,9, 0,8 это на миллиметр. И тут она пошла ровно по центру. Тут доски как раз идут. И вот. Ну, неизбежно, что ж. Ничего не поделаешь. Буду расшивать чуть-чуть ее. Вот. Я расшил, там у меня слабенький такой грунтовочный раствор. Я не знаю, грунт тут 1 к 10 может быть. Чисто чтобы обеспылить. Выдул тут все и вот. Слегка уберем пыль. Потом, когда высохнет, все можно будет подойти и быстренько замазать. Вот так. Ну, иначе и здесь потолок. Ну да, трещинофобом всяким. Ну, надо рыть землянку тогда, делать бункер подземный, там, метровая бетонная стена, тогда не будет трещин. А здесь вот так. И главное, что нигде же больше нет. Я везде прошел, ну, везде внимательно смотрел, со светом, когда работал шлифмашиной. Вот в одном месте только заметил, вот здесь. И вообще по всей квартире, везде, где мы делали, ну-ка на себя разверну. Вообще везде, где мы, ну, мы же везде ошкуривали, а в одном только месте, вот в той комнате, где сейчас будем шкурить, там здесь Саша доделывала угол, ну там такой, сантиметров 60, наверное, ну как бы с двух сторон, и вот там была одна трещина. И еще такой момент, что мы специально не идем прям финиш до покраски. Мы вот шпаклевкой обработали там комнаты и оставляем, потому что будут еще работы по стенам. Вон какие тут стены разнообразные, тут все вот такое. То есть какие-то силовые работы будут производить. И потом, когда мы будем ошкуривать, прям перед покраской, чтобы еще там что-то финиш надо доработать, мы сможем отследить какие-то трещины и что-то с ними сделать. А если бы полностью все сделать, типа, стены не важно, что будет происходить с ними, то, естественно, что-то произойдет, а мы, типа, убежали и забыли об этом. Нет, не надо так делать. Поэтому мы до какого-то состояния, чтобы чтобы вот так. Чтобы работать с трещинами, которые, они потенциальные. Они появятся. Не везде, немного, но они будут. Ничего такого. Так, пока здесь стою, хороший ракурс туда посмотреть, как потолок происходит вообще. Пойдем. Намазано тут, будь здоров вообще. Вот так тут. Я пошкуриваю тут падугу. Вот, ну, полностью все перештукатурено. Чуть пошкурил я, а вот здесь вообще не тронуто. И вот это новая наша падуга, вот так она загибается там. То я говорил где-то, да, что хорошо здесь подгибается везде. Тут в конце был остаточек родной, и вот на него как бы получилось ее скруглить хорошо. А ну отсюда вот, я думаю, видно, что с этим потолком происходит. То есть я камеру держу горизонтально. Все, он уходит вот так и вот туда. Это как бы я вот, ну как камера в горизонте, на уровне моих глаз. Угу, вот так. Ну и здесь мы подогнули, получается, там и там. Вот здесь подогнули низ, чтобы сопроводить визуально этот верх. И потолок тоже намазан вообще жирно. Вот так вот. Но руками, конечно, да, это жесть, но шлифмашиной, конечно, очень эффективно. Это тяжело держать вверх, ну и ладно. Это зато недолго. Мучаешься, зато недолго. Но будет хорошо. Она хорошо убирает. Так, там пошкурили ту часть. Пришли сюда. Вот тут мне интересно, посмотрим, как сейчас вот здесь сделано. То есть здесь я подгибал, чтобы не делать одну такую прямую, иначе здесь была бы вот с этим опущенным потолком, здесь была бы такая морковь такая большая, видимая. А так оно как бы
чуть-чуть вместе подгибается. И вот здесь мы уже подсгладили. И здесь надо будет сейчас сгладить вот эти вот как бы углы. Она под углом же стоит, я думаю, это видно, заметно. Вот так. И надо будет чуть-чуть сгладить их. А потом то, чего не хватает, добрать снизу. Когда там будет уже шпаклевка. И шпаклевочка это все доберется, то, чего не хватает. А надо срезать только верхние части. Вот эту часть надо срезать, и вот здесь где валик. Вот здесь посрезать. Здесь. Ну как, пошуршать это на наждачке. Ну сейчас посмотрим, потом посмотрим, как получилось. Вот тут угол Саша делала. А вот я говорил, да, что была трещина. Вот она тут была. И вот пару трещин всего замечено в штукатурке. Ну, по-моему, хороший результат. Вот, ну, поделаю сейчас, потом посмотрим на угол этот. Ну, вот так получилось. Получилось подогнуть их как бы. Все эти кусочки подогнуть в какую-то такую одну линию. И я думаю, что после того, как все отмажется, станет как плюс-минус одного цвета, оно будет, особенно после покраски, это будет, ну, непонятно будет, что это что-то новое. Здесь тоже сгладили у нас переломчик тут был. Мы пытались и здесь согнуть, не смогли. Тут еще расстояние снизу на этих, как они эти, на пластиковых, на дюбелях, что-то не смогли. Там же намазано было. Но и так все равно чутка прогнули. И уже веселее. Так, и в целом мы все пошкурили. Всю эту комнату. И уже стало нормально. И вот эта штукатурка, мы здесь сделали потолки, здесь Волма гипс актив. Здесь у нас Волма слой на падуге. Так вот, даже машиной местами очень трудно она идет. То есть, кто будет ею делать, руками вот не сошкурить до такого состояния. Сошкурить, конечно, но надо вот так стоять минуту, чтобы какой-то участок сделал. Она не для шлифовки, эта штукатурка. Так что, если кто вдруг надумает, и у вас нет шлифмашины, лучше аккуратнее мазать, сдирать, счищать и так далее. Потому что даже со шлифмашиной это трудно. А так-то она, почему-то она такая твердая, не твердая, вязкая, не вязкая. Но намного проще работать с Волмой слой. Но нам Волма гипс актив на потолки подходила тем, что она живучая, она реально под 2 часа. То есть можно ходить по кругу, она не успевает там застыть сильно. И вот как-то вот так. Но руками будет очень затруднительно и времяемко. 6 у нас августа, суббота. Розетка у нас движется потихонечку. Ксения дачница убежала на дачу. Саша тут одна за всех. С розеточкой расправляется. Я пойду делать самую веселую, интересную работу, шкурить вот эти вот все. То, что мы проделали этим. Вот здесь, кстати, слетает с грундир фарба. Вот там, где есть слой, уже не очень-то. Надо подшкуривать цементным мы составом заделывали здесь. Выбоины всякие и так далее. Надо их подшкурить, обеспылить и прогрунтовать еще раз дополнительно вот эти все места, где мы касались руками. Рука человека, где была, присутствовала. А Ксению мы воздрузили вот сюда. Вот сюда. Всю лепнину подмазывать по чуть-чуть. Все она не успеет, конечно, сколько-то успеет. Успеет. Нам надо заформовать просто. Вот центр, решили попробовать все-таки заформовать маленький центральный вот цветочек, вот этот вот. И это самое. Потому что здесь, как бы мы посчитали, что пойдет как бы 2 правых, 2 левых, и вот по центру вроде как встает маленький вот этот вот центрулечка, центральный. Вот, нам надо восполнять еще, у нас уже модельки готовы. Вот они тут, и кофе тут, и телефоны, и все вместе. Но они готовы, как модели, надо просмотреть еще раз, и можно формовать их. И, собственно, отливать и устанавливать. Так, чего, Саша, идем домой. Саша почти доделал розеточку. Так, я подшкурил везде все эти штучки. У меня было 6 окон, подшкурил аккуратно, обеспылил. Где-то местами пару мест я добрал. Вывалилось вот отсюда. Вот бывает, что вот из этих мест хорошо вываливается. Ну, цемент. И это М75, что-то такое, какая-то такая. То есть она не сверхлипучая, не сверхкрепкая, там зацеп маленький. Вот так, нормально. Не стал грунтовать ВПшкой, потому что все-таки не просохло. Мы недавно это самое намазали. Я думаю, что даже если просохло, то недостаточно крепко. Пускай постоит еще денек-два. Так, Ксения тут угол сделала, подмазала. Вот этот участок весь фактически почти подмазала. Он теперь такой, вот если, не знаю, я свет сейчас отверну. Вот. И он как бы
Ну вот так незаметно особо разница. Ну, трещины, конечно, убрались, и все, но она чуть подшкурила его так, чуть облагородила, и он стал таким прям. Ну, я вижу разницу. Тут все-таки где-то что-то, может, где-то не начищено, еще какая-то сопелька чего-то там висит, какая-то катышка, а этот такой чистенький уже, классный, готовый под покраску фактически. Ну, надо будет только потом пришпаклеваться еще потолком, ты будешь шпаклевать потолок, еще пришпаклеваться в сам угол, как бы свести, и будет нормально, хорошо будет. А, в этой комнате я еще вот пошкурил всякое, приготовил тут. О, такой вот тут перелом вообще. Ну, это родная такая штука. То есть это, ну, оно реально вот так стоит. Оно так реально родное сделано. Тут много было всего потрещавшего. Вот такие доборы, повываливалось везде. Ну, нормально, цемент такой. Мне нравится цемент тем, что ты можешь поработать часок, например, чуть водички добавил, и он опять будет рабочий. Упал раствор у тебя вниз, ты его аккуратно собрал, чуть-чуть водички и обратно вернул. Это не гипс, у него своя специфика. Цемент интересный, мне приходилось штукатурить цементным раствором. Цемент сам по себе тоже интересный, ЦПС, цементно-песчаная смесь, тоже хорошая, работистая штука, прикольная. А, ну еще два окошка я здесь подшкурил, мы здесь же прошпаклевали 2 раза. Это известково-цементный. И подшкурил их тоже. Не стал грунтовать, думаю, вот обеспылил только. Думаю, тут вот видно намазаны эти самые коробки оконные, подоконник. И придет товарищ этот, который занимается. Ну, думаю, я подожду, потому что он напылит. По-любому он будет шлифмашина здесь работать. Тут пыль будет везде. Думаю, подожду, потом когда-нибудь после, наверное, того, как он сделает свою работу, тоже обеспылим еще разочек. И можно будет прогрунтовать, особенно вот сюда подлезая, вот в эти вот места. И можно будет заниматься уже фиброэластиком. И подогнать одну сторону. У нас осталось только 2 окна по этой стороне. А здесь у нас, здесь и в следующей комнате окна уже, не окна, а вот эти вот пространства, они уже покрашены. Вот. Ну и так помаленьку как-то с ними пытаемся взаимодействовать, что мы что-то сделали, они что-то сделали по окнам. Близкий очень контакт. Лучше бы делали эту работу они, эти товарищи, которые вот занимаются окнами. И не мешали бы мы друг другу, они сами себе выстраивали бы эту самую логистику, что зачем, кто за кем. Потому что сделать здесь покрасить, а здесь было бы, например, даже не чищено, это было бы совершенно неправильно. Ну, ладно, уже так, как есть. Так, 8 у нас сегодня число, 8 августа. У нас сегодня 3, Саша отсутствует. И будем заниматься всяко разным. Надо подгонять эти комнаты. Я не хочу сейчас туда что-то шпаклевать на потолок, поскольку я считаю, что это не высохло. А падуга в той комнате, она точно не высохла. Я видел мокрый угол в субботу. То есть, ну, по-любому там в глубине, а он и до сих пор еще мокрый. Вот видно, что он чуть-чуть влажный. Это рано. Надо еще недельку, чтобы это все постояло. Ой, так. Ксения подмазывает, продолжает подмазывать. Я буду заниматься окнами. Здесь сделаю грундирфарбу. Пройду вот эти все места, где подшкурено было. И там еще 2 окна у меня есть. Я сейчас начну с грунтования там. А ближе уже к вечеру оно подсохнет. И, наверное, займусь фиброэластиком сюда вмазывать. Везде там 2 окошка у меня фактически приготовлены. Так, пойдем посмотрим. Еще Ксения тут занимается чем? Ага. Кое-чем. 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 Я не знаю, отсюда не будет видно, но глаз это видит. А может, подснимешь? Давайте. Вот это место. Вот это место. Ну, в общем, у них неправильная форма была у этих товарищей. Ага. Угу. Спасибо. Короче, у них была неправильная форма немного. Может, она так вылеплена была неправильно. И я допустил ошибку, когда говорил, что она как бы из половины. Нет, она не из половины, она из 4 частей. То есть здесь 4 части, и они, вот есть места, где они не совпадают. Ну, руками делалось все, понятное дело. Может быть, даже форма загнулась, когда при отливке. Потому что вот здесь состыковка, и вот здесь даже у креста есть вот такой вот наплыв валика. Видишь, я сейчас... Да, я вижу. Скорее всего, просто форма вот эта вот. Клеевая форма, да. Желатиновая. Да. Просто плохо лежала в кожухе, вот и... И вот.
И, пожалуйста, вот так. Ну, чуть-чуть подправим еще. Оно и не видно же было этого, когда все было там в трещинах, а потом уже, когда убираешь трещины, то, собственно, так и со всей работой. Сначала я вижу в этом некую рекурсию или как фрактальность, не знаю. Короче, у тебя есть крупные косяки. Ты убираешь один крупный косяк, и у тебя за ним, как бы ты его убрал, у тебя всплывает 10 мелких. Убираешь 10 мелких, у тебя автоматом будет сотня еще более мелких. Как-то так. Цепляет? Да. Ну да. Так, пойдем контент делать. Контентный. У нас, кстати, почти розетка доделана, если что. Вот. Скоро будем ее напихивать. Подпихивать потолок, вот что. Я делаю такое странное, интересное. У меня есть старый кусок лепнины. Пойдем наверх. Вот, здесь был перелом. Здесь ничего не было, здесь был перелом. Вот, не сошлись они. Чтобы они сошлись, надо было вот срубить метр, наверное, всего, и вот здесь тогда бы свели. Либо вот отсюда оторвать кусок. Ну, мы так не сделали, мы оставили все, как оно было. И теперь вот этот кусочек, он здесь держался как-то. Он теперь криво встает. А нам такого не надо. И момент такой, мне надо его разрезать. У меня нет с собой сейчас мультитула, этого реноватора на другом где-то объекте. Поэтому я вот выдумал так делать. То есть я его засверлил вот так, чтобы сзади видеть линию реза. И аккуратно сзади буду резать, а потом сломаю. Вот. И потом посмотрим, как это получится. Вставить его сюда. Чтобы вот этот надо, чтобы лист просел ниже, а вот этот листик, который у меня под пальцем, чтобы он остался на своем уровне. Ну, это отсюда кусок точно, наверняка. Контенты. Контент. О. Там кто-то много раз говорил про шприцы кулинарные, про то. Помнишь себя и шприцы? Ну, она говорила, что шприцы, это ж так удобно. Эти кулинарные, нет, удобнее всего пакетом. Да, он держит форму, он плотненький, и как бы им удобно. Это все нормальные люди делают пакетиками. У нас нет нормальных. Ну, мы, может, в эту сторону нормально, что с пакетиками. А вот так получается, кстати. А, тут еще не подмазала, туда еще не дошла. А, вот здесь же уже подмазала. Надо почистить еще, свет по-другому поставили. Вот так. А было как? А, вот здесь. Было как-то так. Вот. Сверху там нормально все, там ничего нету. Но вот снизу там выпадала подмазка. И ее надо... А, и вот еще вижу, не подмазано место. А вот подмазано. Как бы снизу смотришь, вот так отсюда. И как бы эти листы, по идее, когда смотришь с этого ракурса, они как бы должны вырастать оттуда листики. Вот так вот. То есть выравнивать как-то больше не надо, это уже хорошо. То есть вот эта глубина уже достаточно здесь. Я нашел удобным, не знаю, получится у меня одной рукой или нет. Вот продырявил ее. А с этой стороны сверлом. Ну-ка, не получится. Ну, как-то вот так. Я держу в руке, когда делаю, и она не вибрирует, естественно. И высверливаю аккуратно сзади. Гипс сухой, старый, мягкий довольно. Вот можно аккуратненько сзади ее прорезать, чтобы спереди не сильно повредить рисунок. Ну, пока не сильно повредил. Меньше подмазывать потом будет. Ну вот. Ну-ка, уберу руку. Тут держу, тут листик обломился. Ну, вот как-то так будет. Ну, надо еще ровнее, еще подрезать чуть-чуть. Ну, вот они плотно встали. Ну, как-то так будет. Здесь ниже, здесь выше. Еще сюда потом козырь поставим, кто будет клеить. А даже вот здесь совпадает все. Ну, нормально. Нормально. А снизу будет чуть-чуть перепадик. Ну, нормально. А снизу еще посмотри. Ну, еще снизу как бы где угол зрения. Ну, наверное, так. Совсем снизу. Ну да. Да, такой маленький незначительный участок. Он будет незаметный. Это сейчас мы знаем об этом. Потом это покрасится. Будет нормально. Так, листик. Опа, назад. Листик оторвался. И что, потом приклеимся у нас. Так, тут Ксения пока подмазывает, она уже в угол еще почти. Ну, подмазала, подшкурила его чуть-чуть, и он стал такой же гладенький, как сладенький, как вот этот. Ну, уже почти, хорошо. Вот там всякие катышки, что-то на этом, на фонах.
И она плюс подмазывает, чуть подравнивает. Понятное дело, там надо что-то подработать. Но это хороший, это уже хороший. Да. А я чего делаю? Контент делаю. Какой контент? Какие мы такой контент? Я вот эти вот подкрашиваю уже то, что прошкуривал. Вот эти вот всякие разные штуки, чуть увлажнил и делаю это сам. Вот этим Grundierfarb VP. Я показал, то я не показывал, по-моему, по шпателю. Ну, я так одной рукой держу, тут нашел место, где вот есть у меня возможность, он там сам держится, то есть. И туда вот так, мало набрал. Ну-ка еще, пожалуйста. И вот туда стараюсь вмазать. Вот туда стараюсь вмазать прям, ну, чтобы как бы туда, за вот край вот этой, как бы щели. Так, с одной стороны делаю, с другой стороны, ну, покажу, где мне, как мне удобно. Вот вверх я так делаю, то есть прошел сначала по одной стороне, потом по другой стороне от деревяшки. И потом уже по центру всякое. Точечно я не делаю все, вот здесь не делал. Вот здесь не буду делать. Точечно, там, где вот я вижу следы вот этого цементика. Вот так. И можно еще туда ливануть, капнуть. Вот так вот. Это будет готово под шпаклевание. Завтра, надеюсь, пошпаклю. У меня вот 2 окна осталось. Не быстро, я думаю, в окно полчаса. Я аккуратно стараюсь делать, чтобы не сильно заляпать древесину туда. Ну, вроде ничего, так нормально получается. Ну, плюс еще будут шкурить, они только почистили. Ну, а как бы быстро тут нигде нету, я не знаю, где быстрая такая работа. Быстро, чтобы было быстро, надо этого не делать вообще. Либо как-то, не знаю, по-другому делать. Так, а тут, а ну-ка, вот так. Можно без шпателя обойтись. Сделал я там те откосы, в этой Grundierfarb покрыл. И сейчас вот, взял этот нивелир и промерили точно комнату. Ну, по-всякому перемерили, поставили метки, центра. И по меткам я сюда этот самый, ну, луч настроил по меткам от центра к центру. И ровно, вот крюк у нас ровно. Я это делаю для того, чтобы сейчас я на лестничку поднимусь и уже проставлю эти направления, получу. В принципе, ну, так чисто для себя вот проверить вот так вот, как крюк стоит. А потом надо будет, наверное, чуть вырезать, ну, когда она уже будет готова, когда будет отливок сам. И чтобы были направления, сразу, чтобы были нарисованы направления, чтобы можно было ровно поставить относительно комнаты. Чтобы заходишь такой, вот так, из двери зашел туда, и у тебя там четко, точно розетка стоит. Встал по центру, и она так ровненько стоит. То есть надо ровно ставить. Вот. Так, сделал разметочку карандашиком. И у них очень точно все стоит, крюк на сантиметр разница. Вот, я разметил во все стороны. Вот сейчас. И у них, я собой закрыл, да? Ну, короче, у них сантиметр получается. Ну-ка, как-то так. Ну да, видно, я думаю, что камера это видит. Сантиметр крюк у них сдвинут, ну вообще классно, они ровно все делали. А комната на самом деле отличается, мы сейчас перемерили. И разница вот так, как бы даже не так, вот в длинах стен разница в 2 сантиметра, а вот в коротких стенах почти 8 сантиметров. То есть вот так она как-то уходит куда-то. Главное, я разметил то, что хотел, получил. То есть у меня уже есть вот этот крест. И еще момент. Так, розетка в процессе доделывания. Еще момент грамотным является еще, наверное, делать такие засечки на модели. То есть сразу у нас же здесь модель стояла, тут сейчас мало видно, но она стояла, я разметил гипрок изначально. Вот линия видна, да? И вот и везде засечки. Да, линии везде есть. И приготовил, сразу сделал их, чтобы потом не вылавливать, провилом, ничего, у тебя сразу все есть, все 4 конца. То есть ты прям в крест туда, на эту самую, на потолок там крест просто туда, оп-оп-оп, приладил, если надо, чуть-чуть что-то сдвинул. И это так легче, чем провилом промерять, заново выставлять, вот как бы вот центра получается, всякие разные. 9 число у нас сегодня, розетка у нас готова. Я пошел шпаклевать шпаклевочкой этой известково-цементной. Вот, начал работать по окну. А ну-ка поднимемся, что я там наделал.
Ну, вот так оно. На первый слой вот так получается. И тут подразумевается 2 слоя. Вот. То есть я как бы не, ну, здесь и не вышпаклевать ею, как бы остаются какие-то чуть задирочки, и ладно. Потом еще раз они как микромаячок будет, потом еще там побольше накинется, поскольку поверхность все-таки такая тут, ну, скажем так, не очень-то. Ну, под шпаклевку, под эту именно шпаклевку самое то. И я увлажняю немножечко этим распылителем перед тем, как наносить. Ну, как бы получается, вроде бы получается. А Ксения здесь уже половину комнаты фактически сделала. Опа! Или не сделала? Сделала, почти половину сделала уже. Дальше вот сюда дошла, почти до серединки. Возвращаются, поскольку, говорит, мне тут высоко, с этого козырька низко, с этого слишком высоко, а я снизу смотрю, а там такие микродырочки под листочками были. Это не пролив. То есть, когда их отливали, там пузырь воздуха был, и такие, ну, как бы, краска не закрасит такое. Вот сейчас подделывает еще. В принципе, хорошо. Все хорошо, под жестким светом смотрели. И так свет ставили с одной стороны, и с другой угол просмотрели. Все там, что надо, подшкурено, все хорошо с ними. Уже 2 угла у нас считаем под покраску. Наверное, норм. Ну, видишь, еще где-то. А? Видишь, еще где-то. Тут нет, тут не вижу. Вижу. Прямо над твоей рукой, под носиком, да, левее. Левее, левее. Вот, видишь? Или там не дырка? Там не дырка. Там бывает еще, вот там, да-да-да, не дырка. Бывает, что остаются еще, мы чистили. Мы хорошо чистили, но все равно, это же руки, наши глаза, мы не роботы. И где-то что-то остается. И они же, когда подмазывают, чуть-чуть увлажняют там. И вот как раз вот так хороший момент, видно, где мел, может быть, остался где-то. И можно еще чуть-чуть дочистить. То есть получается 100% расчистка. Как бы на этом этапе завершается, вот на этапе подмазки. Так, розеточку заформовали, я сегодня мало сделал, потому что тут участвовали все в этой розетке, но ролик будет потом про нее. Теперь работаем с нужными нам вещами. Розетка тоже нужная, но это отдельная тема. Вот. Покрываем разделителем. Вот. Это уже 2-й раз Ксения проходит, мы как пожелтели модельки эти. Вот. Ну, начнем формовать их потихоньку. Розетка у нас забрала очень много времени, поскольку тут наш этот товарищ, вот этот вот Алькарсил 15-й, он очень быстро встает. Последний замес у нас встал, что-то, по-моему, 10 минут. 10 минут. 10 минут. 10 минут, это дичь. А я только 2 окна сделал, поскольку бегал, помогал там. С этой всегда мы все бегали. Ксения бегала, тоже она далеко не продвинулась, дошла до этого угла только и вот. Вот так оно и происходит. И вот еще здесь вот этого малыша надо будет, центральный. Вот этот справа листочки, слева, и вот центральный, мы так померили с Сашей, что по идее он встанет сюда. То есть по идее он встает, но не полностью, не в полном его размере, а укороченный. То есть с 2 сторон короче. И они как бы, ну как бы будет 2 вот этих левых, правых и 1 по центру маленький. По идее вот такой вот туда встает. В недостающие. У нас его не было, кто смотрит с самого начала, знает, у нас его не было, здесь давным-давно был, это было уничтожено сразу же после постройки. Здесь был перестеночек, как раз по центру проходил. А вот, течет? Ну да, немножко, но я подождала Капает. время, чтобы, когда он чуть-чуть сгустеет сам по себе, поскольку он очень скоростной товарищ у нас, вот, и прибежал на потолок. А вот там этот небольшой кусочек надо, без этих ушков, дальше мы все долепим. Он тут широкий, нам надо будет он поменьше. Вот именно сама центрулька, сама центральная часть. Эта Ксения тут уже так шевелит лапками, потому что она что? Потому что она уже первый слой сюда накинула, разлила, тут все размазала. И я так подозреваю, сейчас там поделает и сюда еще придет. И первый слой дозавершит здесь. Ну, он очень быстрый. Последний слой был 10 минут. 10 минут, 10 минут, 10 минут. Ну, с одной стороны, вот такие детали, как мы делаем, формовать им, наверное, и хорошо, что он быстро встает. Ну, просто, что такую работу, ну, как бы с такой скоростью не надо делать. Ну, резина, это не Mold Max, это не Rebound, это дешевый силикон. Ну, нам для нескольких отливков это прекрасно. И, наверное, хорошо, что он быстро вот работает. Что несколько слоев за пару-тройку часов нанес и все. Ну, он нас подгоняет просто. Да, чтобы мы лапками Быстрее, шевелили. да.
Ведь лапками шевелите, пожалуйста. Ну вот, вот так. Формуется. Само, между прочим. Да, листы витиеватые, листы крутые очень. Такие прям. В них много поднутрений всяческих таких. Вот в этих поднутрениях там всякие такие витиеватости присутствуют. Второй слой пошел, еще половинку Ксения навела, и уже с этим самым, с загустителем, он же Тиксоптроп, Тивекс, смузоновский. Вот. Ну, видно, что он, это вот прям вот свеженький, но он же густенький, он позволяет набрать как раз вот то, что нам нужно набрать, вот это все, вот эти вот закорючки всякие наполнить, и чтобы потом силикон оттуда не вытек. Что, типа пол-литра не хватит, наверное, да? Наверное, да. Ну, у нас еще в запасе есть там, да? Половиночку. Полбаночки, да, полбаночки есть, как раз может на все и хватит. Ну, а сколько-то хватит. Но вот хорошо заполняет, видно, да? Да, классный, очень такой вот сейчас удобную консистенцию. Хорошую подобрала, но все на глаз. Не знаю, кубиков 3, наверное. Да, ну 3 кубика, не больше, наверное. Да. Да, на глаз надо подмешивать, пробовать. Да. Как... У него я не помню, сколько-то там написано у этого товарища, там, сколько ему надо. Но на глаз нормально тоже работает. Больше, меньше чуть. Быстрее, медленнее. Вот так. И третий слой пошел. Третий накид, потому что не хватило полбаночки. И вот. Ну, он очень быстро, очень быстро. Ну-ка, чуть-чуть подлипает сейчас как раз. Ну, буквально прошло, ну, не знаю, 20 минут после нанесения. Ну, вот. Я даже соскучиться не успела. Ну, да, нанесла тут что-то туда-сюда, вот, и уже давай новую размешивать. Ну, и хорошо, ну, и ладно. Вот. Так, что я делаю тут? Что ты тут делаешь? Что я здесь делаю? Я сюда намазываю. Она очень быстрая, такая резина у нас. Давай, ты сможешь. Я смогу, я ее Приручила. приручила. Да. М. Открывается, нужно сразу. Вот так вот, чтобы пузырей не было внутренних. И помазывать. Вот, почти и закрыла. Теперь у нас резиновая лепеха на потолке. Ну да, как будто кто-то чихнул. На листик. Не забудь это сделать. Все, хорошо. Там сейчас сядет. О, стоит, ругается. Было? Что было? Тебя почти а что я делаю? А она, ну, как бы, целый день бегаем туда-сюда. Третье окно. Раз, два, три, четвертое окно я не доделаю, потому что мы уже идем домой. Да, помаленьку, помаленьку. Да, все, пошли. Хочете, говорит, хочете лайфхак покажу? Идем, говорит, лайфхак покажу. Я говорю, не хочу. Но потом говорит, ну ладно, говорю, пойдем. Показывает мне, а мне, я говорю, а я уже знаю это, мне Тёмыч показывал когда-то раньше. И вот сейчас вам покажем. Да. Может, кто не знал, это вот этот вот, где этот? Вот это смузоновский Тивекс. Чуть-чуть его, пока не застыл силикон полностью, а он уже тут, ну-ка, грязным пальцем влезу, вот он. Но он уже так, даже не подлипает мне на палец. И вот этим Тивексом можно смазать, чтобы пригладить. А ну-ка, покажи нам какое-то место. Давай тут. Вот. Вот. То есть, если его инструментом трогать, так не получится. А вот так вот, вот с Ну, помощью вот вот это этого. вот. Давай пипульку. Угу. Еще я видел, знаешь, я вот тут гадость видел. А так если вот. доползу? А ты вот попробуй просто это для нас там чисто, чтобы у меня там сдохнет сейчас аккум. Ау. Куда? А вот это сюда? вот. А вот видно, как оно прям немножечко Ну, это самое. так, чтобы замочков не было, более-менее, и пригладить. Ну да, в общем, вот можно так делать тоже. Есть такой, да, типа лайфхак. Ну Вот. да. И мы пойдем домой после этого всего, поскольку много всего наделали. Наконец-то. Да. Что? 10 число у нас. Мы пока вдвоем начинаем. Еще одна Ксения придет. Нам надо сегодня 2 окна еще. Начать с того, чтобы 2 окна фиброэластиком. Вот. Нам хватило, получается, хватило вот этой банки. Ну, она почти полная была. Нам хватило на 4 окна. Это сколько? 6 метров. Один периметр 12. Получилось на 50
Ну, наверное, да, около 50 погонных метров вот такой вот щели заделать. Кстати, с помощью 1 килограмма, 1,5 килограмма. 1,5 килограмма здесь. Ну, у нас еще есть 5. Я надеюсь, нам хватит на все это дело. Ну-ка, давай вскроем, посмотрим. О, Волосатая шпаклевка. волосатая шпаклевка. Набирай. Наваливай. Маленькая будем отбирать. Свеженькая. О, какая. Волосатая. О. Очень неудобная в работе. Ну да. Крайне неудобная, но зато есть. Сейчас отберем отсюда и закроем сразу. Немножко, да? Сколько нам надо? Не знаю. Мы же вдвоем будем в разных местах мазать, чтобы не бегать. Не знаю, ты себе отбери просто, я буду, наверное, с большой. Ну, в общем, вот, пойдем. Будем делать. Сделаем, а потом вернемся к нашим занятиям. Сегодня нам надо с розеткой уже поработать. Может быть, даже попробуем ее хотя бы прислонить туда как-то и вырезать, может. Посмотрим, сколько там надо будет резать вот это вот место. Надеюсь, мы сегодня ее отформуем. Угу, у нас 2 окна. Я верха прошел, а они низа с той стороны. Вдвоем Ксения к нам присоединилась. Вот, и теперь я туда пошел. Наверха там здесь низ сделан, а они здесь не сделают. А вот так получается уже сделать. Стараемся с древесины счищать, чтобы не это самое. Потом тут будет еще шкурить окончики, вот. Чтобы меньше там было работки. Ну, так нормально вроде. Там смотрели, где покрашено, не трещит, ничего, вроде норм. Так, здесь розеточку мы заформовали уже. Розеточка вот у нас спрятанная. Ксения здесь... Там мы делаем так же, как делали там. Я пока не знаю, как пойдут ролики, кто за кем. В общем, чего? Вот это белое промазано, это замазаны дырочки и всякие поднутренницы, замазаны GS-кой. И замазаны по-свежему сейчас, прямо перед тем, как делать кожух. Ну, потому что она там трескается, она усаживается. То есть не надо давать ей высохнуть, надо сразу сделать. И потом в ямки не попадет ничего. Вот. Делайте кожух, пожалуйста. Уже? Сейчас? Я вообще думала попозже. Ты просто вообще думала? Ну да. Ты просто думала, она просто думала. Он подумал, я подумала. Вон он жиденький еще такой. Угу, а вот он стал уже более-менее нормальной консистенции. Такой хорошенький. А сейчас Ксения свояет нам тут этот самый кожушек маленький. Не такой большой. У нас тут огроменный. Я тут пока решил своять стульчик для подоконников такой, чтобы вот так вставал, чтобы можно было вставать, потому что наверх тяжело тянуться, и всем тяжело тянуться, а подоконников еще много. Короче, оргработ такие. А Ксения говорит: ой, тут кусочек у меня, покажи кусочек какой. Что он говорит, такой кусочек какой? Огрызок. А оказывается, этот огрызок уходит прямо в тягу. Вот если везде посмотреть, он уходит прямо в тягу. Вот. Налево и направо. Значит, надо там долепить. Это она уже перешла на еще один угол. Это уже 3-й угол. Вот. Подмазывается само, между прочим. Скоро можно будет вклеить как раз вот то, чего нам не хватает. Сейчас Ксения делает кожух туда, и можно будет уже сразу же туда низ вклеить, а верх просто подвесить. А и нам еще кусочек вот там есть маленький. Центр заформованный, тоже надо будет кожушек. Ну, потом она сделает, Ксения. Кожушек и отлить пару отливочков. Попробовать, как оно будет работать. Самая веселая работенка. В перчатках только. Да, я без перчаток вывозился. Гипс классный, гипс веселый. Ну, сушит слишком кожу. Ну да, сушит кожу. Поначалу, а потом перестает сушить. Вот что. Вот какие выкрутасы. Смешно. Розеткой возились туда-сюда, все вырезали сеточки какие-то. Смотрю, а она ползет там. Говорю, ты чего там ползаешь? Не скажу. Говорю, поснимаю, говорит, как я тут корячусь. Да, как ты тут корячишься. Вытаскиваем. А кто это у нас тут? Там Кто кожух. это? Маленький кожух. Маленький кожух. Может разбиться, кстати. Может, если... Давай его поставим стоимя вдвоем. Давай, А вот знаешь что? Да, давай вообще его приложим. Вот. Опа. Я вот так вот Ну да, коленками и вот так его.
Сейчас пойдет. Идет. Не идет. Идет. Вот он болтается, но не выходит. Так, чуть-чуть растрясти. Подержи это. Не хочет. Я надеюсь, там нету зацепа. Волшебной линейкой его оттуда. А может, перевернем и с другой стороны его? Потому что я с одной стороны его только. Ну вот. О, Здравствуйте. Здравствуйте. привет! Здравствуйте. Вот. Ну, сейчас Ксения будет вычищать. Где твоя замазка? Вот она. Ну, вот он. Да. Чуть дальше держи камеру. Вот это вот жесточка. А потом форму туда. И можно отливать, наливать. Угу. Так, а вот. Вот эта формочка наша получилась, помытая, чистенькая относительно. Ну вот, можем уже залить разочек. Я не особо-то и старалась. Я что-то старалась. Оно и видно. Гипс, он сам вытащит Да. то, что надо. Гипс сам прочищает форму. Нормально. А вот. Молодец. Вот, пошел отливочек первый. Нам надо 2 вот этих и, по-моему, 4 вот таких центральных. Угу. Ну, протрясли и еще чуть-чуть. А тут сюрприз. Сюрпризик. Ой. Вот такие вот сюрпризики. Ой, по-моему, там еще один сюрприз выпал. Откуда он, я не понимаю. Из ведра. Вот оттуда. Вон, вижу. Видите? Видите? Из ведра что-то там. Ну ладно, вот так, потихонечку. 11 число у нас. Ксения заливает повторно еще разок. Вчера вот налили. У нас уже есть парочка отливков. Нам надо еще вот 2 вот таких, получается. И таких еще несколько штук. Вот. Которые нижние у нас малыши. Угу. И вот будет еще что-то. Что-то да будет, говорит. А вы тут что? Я как будто не уходила. Она как будто не уходила. Все понятно. Подшкуривает, подмазывает. И вот. А я буду делать все-таки свою эту самую. Не доделал я вчера. Хочу сделать на подоконник сюда, чтобы можно было поставить и дотягиваться до верха. Сейчас займусь. Да, вот норма. Подрезала. Ну Вот так вот. Вот так вот. И вот, и Вот стоит. так вот. И чпуньк. И кусочек там. Ты пробовала, кусочек влезает? Кусочек я сейчас пока эту... Нет, так а он влезает, ты пробовала с ним? На глаз вообще должен влезть. А не без глаза. Без глаза? Без глаза Он влезает. 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 Ну вот, Ксения будет заниматься сейчас вот этими приклейками всякими. Сюда надо, но тут надо подвесить, потому что там центрулька есть еще маленькая. Туда, в ту сторону надо еще доделывать. Не вытаскивала еще центральную? Слушай, пока пускай подсохнет. Она очень маленькая, вот тут малюсенькая, малыш у нас такой в центре. Шапочки отламываются. Шапочки, говорят, отламываются. Ладно, подождем, потом посмотрим на нее. Нить. А вот. Нить. Видите? Он сейчас как раз вылезет. И я сразу отмажу. Ну, Клею на смесь гипс с джеской. обычная смесь приклеивания. Ну вот, Ну, как бы его, аля. вот так. А он Столько манипуляций для того, чтобы сделать вот так чпок. чпуньк, и все. Чпуньк, и вот, и вот. Хорошо присосался. Ну да. Дополнительно это не нуждается ни в каких укреплениях, они там все на подмазке и на приклеивании. И на Держит. свечке сделано. Ну да. И вот туда еще листик. Так, пока она развлекается, я вот что сделал. Сделал тут гроб какой-то. Космические корабли свои делаешь. Иногда бывает хочется поделать что-то с деревяшкой, повозиться, попилить ее. В общем, вот так, чтобы можно было тут же. Вот. Такая штука. Можно было бы, чтобы вот так сделать. Оп. И вот. Тяжелый, правда, собака получился. Ну, у меня не было. Я из каких-то жутких обрезков находил где-то, не знаю,
Ну, получился тяжелый, зато устойчивый. Я вылезал, вставал, Ксения тоже вылезала, вставала, все вылезли, попробовали, все. Крепко и надежно. Вроде бы пока, на данный момент. Но уже будет легче, да, не придется так сильно тянуться в эти. А там еще у нас еще предстоит же вот тут, скорее всего, будет же окно какое-то. Когда-то его добудут сюда. Нормально, деревянное, надо будет еще штукатурить внутри. О, ладно. Что мне с этими спичками тогда? Да, долепляй. Долеплю, говорит. Ну и ладно, во, Ксения уже тут сделала, и в углу вон там новую штучку. Идет по низу. И вот сейчас этот переломчик, то, что я запиливал, выпиливал вот этот перелом на карнизике, сейчас сделает тоже. И вот там одно место еще останется только низа. Ну и верха надо будет еще подвешивать. А Ксения тоже продвигается как-то. Я опять в печке. Она опять печка. Тебя просто тянет мастера. Да, ей нравится. Печное дело. Печное 20 печных сантиметров. Да. Так, с чего пришел я сюда? Попробовал, примерил я наши все детальки. Вот одна. А ну-ка так сверху, наверное, будет видно. Вот вторая. И вот третья. Сюда. Я сейчас подниму повыше камеру. Опускай с этой стороны будет. Тут есть, у центрального есть такие два, как бы, заворотика еще, два дополнительных лепестка. Но туда они не встанут, никак они туда не встанут. И так не получается, и так не получается. Нет, оно получится, мы их поставим, конечно же, мы их поставим как-то. И самое сложное в этих всех вот маленьких, смотри, какая кривая еще, кривулька, надо будет ее потом выпрямить. Самое сложное в этом всем, что их надо поставить в одной плоскости, подвесить. И вот такая одна маленькая деталька забирает времени, как будто это была бы там полноценная тяга 2,5 метра. Вот одну маленькую детальку сопоставить с другой маленькой деталькой. Мы такое уже делали, это времяемко. Хотя, казалось бы, размер, ну, очень маленький у деталей, но нет. Размер маленький, а работать с ними не меньше, чем если это была плоская какая-то большая плашка. Вот одна такая вот, например. Ладно, попробуем сейчас. Сухую сначала отвешу. Так, там я поставил луч. И вот он. Как-то ровно здесь не получится, поскольку тут вот это все, оно виляет само по себе. Но я думаю, видно относительно луча. То есть я провел его как-то вот туда. Ну вот здесь то же самое. То есть это угол. Это вот это угол. Это еще угол. Здесь уже должна была бы быть резко. Так. Ну и вот как-то так выставил. Две детальки. Вдвоем выставляли, по одному это очень трудно делать. То есть вдвоем с Ксенией выставили. Плюс-минус оно бьется у меня вот так. И теперь вот так. Нормально, плюс-минус. И теперь подкладками я выставлю уровень нужный. Отпущу, подниму черными вот этими вот. Черными вот этими подкладочками отрегулирую высоту. Потом Ксения задует туда клей, ну, смесь нашу. Хорошенько сюда поддует, чтобы оно встало, выровняет вот это вот все, вот так вот. Выровняет в одну плоскость, сведет. А тут тоже не особая плоскость получится, поскольку тут, у меня он тянут он вверх, но тут все равно вот. Он глубже. То есть надо как-то еще выкрутить, все вместе свести вот этими деталюшками, вот такими вот этими. И только потом на эту плоскость приклеится вот этот товарищ. Вот он встанет по центру. Вот так. Вот так. И он будет где-то там по центру. А он, собственно, вот оно само показывает, где он должен встать. Центр. Вот так. Вот такая вот процедура. Казалось бы, мелюзга. Нет, не мелюзга. Надо совпадать везде плоскостями и еще вот этими кривыми тягами. Это они такие родные. Вот как-то так. Такая деятельность. Не очень-то быстрая. 12 августа у нас. Вот Ксения сюда листочек приделывает. Получилось у нее там это дело все. Здесь заканчивается уголок сам. А здесь я очень сильно мучился. Вот здесь выставляя вот этих две. Я же говорил, что я несколько часов потратил на вот эти 4 детальки. Минимум часа 4, наверное. Она не хочет, потому что это все разные плоскости. Потому что здесь был разрыв. Что-то где-то отвисало, провисало. Потом карниз. И рядом с ним плоскость, это одна плоскость,
прогнутые углы и потолок это вообще другие плоскости, а сами детальки, они тоже неровные. Они родные, неровные. И это вообще третьи. Ну как-то настроили, и можно будет это все сделать. Вот так я в сухую выставил. Поджимал там всякими этими самыми штучками черными. Ну вот такими. Везде выставил нас жестко. А давайте поднимемся, посмотрим вблизи, на что я тратил время свое. Тут все очень вот так вот, прям в 3 штуки, в 3 ряда, и вот так, ежик. Но она на самом деле довольно жестко, Ксения сможет сюда заливать, прям за нее раствор. И получается вот тут проект вот так, но если ее опускать, то не сойдется вот здесь, поэтому везде усоединение, чтобы сошлись высоты, вот так вот. Надо как-то сыграть этими деталями кривенькими. Здесь тоже придется когда-то подшкуривать. Ну, здесь вроде нормально было почему-то. Да, вот линейка ровно. И вот так. А здесь наоборот, деталь выше. Ну вот, но все равно как-то вот так. Ну, как-то вот так в среднем оно и работает. И вот так теперь будет, так оно и сойдется. И на самом деле вот это расстояние между отливками, между листами, здесь сантиметра она 4-5, наверное, меньше, чем вот там, чем с той стороны, где Сеня делает. Там вообще вот такой промежуток был. Даже не 4-5 сантиметров, 8. Хотя мы, когда ставили сюда маяки, мы использовали вон между лепниной, прям сюда, вот где полка, вот сюда прикладывали правило. Только вот так и вот так. Будьте здоровы, да. И вот так, тынц, шагом через каждый лист. Мы вот так прикладывали правило. Дальше. Ну не кидайся. И там у нас было отрезано правило ровно в размер, ну как ровно там, пускай там 5 миллиметров минус от вот этой полки. Через всю комнату. То есть вот это расстояние через всю комнату минус 1 сантиметр. И вот мы им спокойно, ровно, шагом через каждый лист промеряли. То есть вот эти расстояния одинаковые. Вот так. Возле лепнины. Но в целом, судя по комнате и судя по постановке углов, здесь вот разница там, не знаю, 5, 6, 7 сантиметров получилось. Хотя все одинаково выставлено. И при том даже сюда лист чуть-чуть убрали, чтобы увеличить это расстояние, потому что тут надо будет более агрессивно согнуть вот этот лист. Вот так вот. Как бы показать. Вот это начало должно было быть где-то вот здесь, чтобы более плавным был ход. Но так не получится. Получится вот так как бы чуть-чуть подогнуть более... Ну, агрессивно. Иначе, если бы раздвинуть так, как надо, то мы здесь сошлись бы прям, не было бы места для вот этого центрального листочка. А он, по идее, там должен быть. Если без него делать, без этого листочка, то вот там был бы огромный промежуток, огромная вот такая вот, как бы, дуга. Но мы не знали, как оно будет, то есть нам же не досталось это, здесь была стенка раньше, и мы не знаем, был там этот листочек или нет. Но по логике он должен был там быть. Саша тут чем занимается, Саша? Мне светло. Ей очень светло. Ей светло, она мажет симлайтом. Будет сегодня, наверное, пока нет окончиков, они уже что-то начали красить без нас, не уведомив нас. И поэтому... Спросив разрешения. Нет, разрешения нам не надо. Саша что-то подмазывает симлайтом, там какие-то коцки. И, наверное, будет проходить эти подбутрения здесь. И надо будет покрасить хоть что-то. Может, даже одно окно. Ну, желательно еще то, там еще одно окно у нас такое же. Здесь 2 раза пошпаклевано, прогрунтовано. Вот. Вот это вот окно у нас еще такое же, в таком же состоянии. Ну, надо что-то мазнуть там по-любому, да. Мы 2 слоя шпаклевки пошкурено, но где-то что-то по-любому какое-то. Я даже отсюда сейчас не вижу. Ну, тут и света особого нет. А вот такое типа. Ну, кстати, вот такой остаточек остается после этого фиброластика. Вот. Ну, вот такая коцка, и она прекрасно симлайтом заделается. Вот. Так, а я буду прирезать розетку. Сюда у нас был шаблон. Я буду пытаться прирезать розеточку. Сюда у меня есть, наконец-то появился реноватор, вернулся ко мне. И вот можно будет аккуратно вырезать, с помощью шаблона прикладываю его, чтобы не таскать розеточку. Вырезать под нее посадочное место, там усложнение, там опущены доски, которые не поднять. Именно доски сами, не дранка, а сами доски. Слева и вот так вот, там даже видно, наверное. Ну вот, надо будет как-то что-то разбираться с этой розеткой. А вот Ксения здесь сделала уже, все готово. Вот будет сохнуть теперь.
Этот промежуток готов, и ничего не было. И сюда пойдет сейчас, и тут будет тоже заниматься очень. Волшебство! Ничего не было, а получается вот так. И да, здесь намного меньше расстояния между ними, чем там. Ну, не знаю, так оно как-то, может, сместились углы, когда они ставили. Или там, наоборот, сильно раздвинули. Ну, это такое уже. Может, и не было этого листочка там. Неизвестно. Нам не досталось это все. У нас вот ничего не было. Мы не знаем, был он там или не было его. Саша здесь замазала уже. Она говорит, я аккуратно не буду клеить скотч. Она завтра придет и поклеит скотч уже. И будет красить. Вот. Все замазано. С симлайтом. О, как жирно тут. А тут я уже поменьше почему-то. Я шпаклевался к окнам. И тут прям сильные такие были щели. И вот фиброэластик. Ну, он так и проседает сильно. Он очень сильно просаживается, этот чувак. Там просел? Да, нет, просел фиброэластик. А вот она тут. Че, удобно тебе с моей штучки? Хвали меня, хвали. Нормас. Че, нормас? Я столько времени. Зато она не шатается, на самом деле, да. Подкладываем досочки, чтобы не придавить подоконник, мешочки. И нормально. Ну, она сама половина твоего веса, короче. Ну вот. Нужно ли было такую? А у меня не было из чего делать. Ты что, было бы у меня из чего, я бы сделал бы тебе вообще из алюминия легкую, но у меня не было алюминия. В общем, вот, прям с руки мажет. Намазывай. Надо идти как-то в тандеме или как-то так с окончиками нам. А здесь мы замонтировали розетку уже. А вот розеточка, пожалуйста. Ну, а потом уже будет где-то видосик. Вот очень веселое отмазывание розетки. О, да. Ну, отмазывает розетку Ксения. Забивает всю эту щель. Я думал, что все-таки, что у нас шире она получилась, или что мы больше зашли штукатуркой на розетку, сюда в поле розетки. Нет, мне не пришлось почти ничего обрезать. Чуть-чуть дранку местами и чуть вот по кончикам. Ну, мы их нарастили тут чуть-чуть на модели. Ну, в принципе, нормально. Не пришлось тут резать, потому что на большой комнате, на розетке большой комнаты, вот здесь вот мне пришлось тут много срезать. Мы тут наштукатурили, будь здоров. Я такие, вот столько, наверное, вот так вот. Чуть ли не полкруга срезал. Ну, такое она. Держится там новая штукатурка гипсовая. Да. Пока все тут чем-то занимаются, я тоже, мне уже что делать нечего. Все что-то мажут. Пойду-ка дальше шпаклевать. Вот здесь я шпаклевал на один слой и так не успел. То забегался. А надо продолжать, надо идти чуть впереди окончиков. И на первый слой буду продолжать. Мне осталось еще там 2 окна. И вот еще вот остаточек. Ну, тут снизу удобно делать. Шлеп-шлеп. Ладно, буду делать. Шпаклевочка вот эта вот известково цементная. Вот. Ну вот, заканчивают подмазывать. Тут тети, не дяди, тети. А какие, кто вы еще? Мы нормальные, мы тоже нормальные, что? Я там уже еще одно окно мне осталось, 7 часов. Я думаю, что одно окно это все-таки доделаю. Самое сложное тут битое сделал. Вот. Шпаклевочками этими. Пускай сохнется, может, успеем. Сегодня пятница, уже завтра выходные. Ой. А Ксения тут почти доделала. Почти. Вот листик на месте уже залепленный, гадкий. Она сейчас расчистит тут все, фана сделает и будет норм. Я тут как осьминожка, там сям. Осьминожечка. Да, хотелось бы, чтобы сегодня закончить уже, и было бы хорошо. О, кстати, пожелтели эти самые листики, пожелтели. Это старые листья, вернули мы их на место. Это оттуда, да? Вот эти резаные. Ну ничего, уберем желтизну. Что вы тут? Да с кем я Близится. Не наждачки, не есть. Давай сегодня, говорит, дай наждачки мне, да? Ну дай мне наждачки, 150-й. Говорит, у меня нет. Потом я смотрю, есть. Она говорит, вот такой кусочек, вот такой кусочек. А, у меня где-то даже есть. 2 на 2. По-моему, он меньше был. Вот такой вот дает кусочек. Ой, не стыдно тебе? Жадина. А у самой полрулона. Очень стыдно. Короче, что, заканчиваем. Да, с потрохами. Заканчиваем подмазывать вот этот низок вверх. И Ксения здесь сделала вот так. Сделала. Вот, норм. Тут меньше намного расстояния, чем там. Да, здесь вот больше, прям больше. Здесь вот так. Ну и не знаю, так они поставили. И вот этот кусок
вот этот левый лист я ставил отрезав, то есть вот этот старый, там вот так, я под 45 градусов, там вот этот первый как бы угловой большой, потом первый лист родной, то есть я не стал его сбивать или что-то делать. Вот, как бы так оно должно было встать, так оно встало. А там по-другому. Ну и ладно. Главное, что по центру я разметил везде центра, и по центру центральный этот самый маленький. И маленький вот этот отличается, центральный, от этого тем, что у него нет завитушек. Тут есть дополнительные завитушки, но там не было пространства на них. Ну и классно. Наверное, так где-то оно и должно было бы быть. Доделал я окошки, а девочки здесь доделали тоже все. Все теперь есть. То, чего не было здесь низа, здесь ничего не было. Вот там желтые вот эти вставки, там ничего не было. В углу не было куска снизу порезки. Вот здесь не было кусочка порезки. Все доставили и вот здесь доставили. Ну вот, наверное, как-то так. Нас ожидает в дальнейшем работа по двум комнатам, по потолкам конкретно. По окнам надо будет еще раз перешпаклевать, и здесь надо будет все тоже перешпаклевать и наклеить сетку сюда и сюда. Эта падуга уже достаточно высохла, скорее всего, надо будет когда-то подмазать, замазать вот эти стыки. Все, клей сетку, радуйся жизни, классно. Ну и на этом и закончим этот наш видеоролик. У меня впереди выходные, и я думаю, я смонтирую и его, и еще по розетке, и который пойдет следующим за ним, как мы там с нею чего делали. Вот. До свидания, друзья. Всего доброго. Пока-пока.